Здравствуйте всем, дорогой канал Ютуба, мои зрители, мои подписчики и просто все те люди, которые смотрят это видео. Ребят, этот канал посвящен всяким фан-тематикам, видосам, развлекательным видосам, всяким смешным и не очень смешным нарезкам. И все, кто привык смотреть только их, встретимся с вами в следующем видеоролике. Этот видеоролик будет немного другой. В этом видеоролике я не хочу делать никакие склейки, не хочу его монтировать. Я хочу просто, пусть коряво, но пообщаться с вами. Поговорить о том, что давно, наверное, уже хотел сказать. Мне этого очень не хватает. Этот видеоролик я постараюсь уложиться в 15 минут. Недолго, дабы просто не терять ваше время. И постараюсь высказать все то, что я бы хотел сказать. Я его разделю на несколько частей. Что такое канал Hardplay? Потому что многие просто, смотря видосы, они даже не знают, кто я, что я. Не знают истории канала. Что такое Twitch для меня? Мой уход с Твича. И, конечно, самое интересное — это не только уход с Твича и причина ухода, а еще и дальнейшее будущее нашего канала. Итак, начнем. Первое. Этот канал, ребят, был создан чуть больше года назад. Спасибо, кстати, всем, кто поздравил нас с днем рождения канала. 4 года назад, уже, наверное, чуть больше. Там, как у вас видео выйдет. Я создал этот канал. Даже не подразумевал вообще о том, что может получиться так, как получилось сейчас. То, что будет сидеть такой вот зализанный, потолстевший стример с огромнейшим ресурсом, с множеством разных каналов и своим клубом, своей киберспортивной командой, но об этом чуть позже. Канал был создан в июне 2016 года. Название он получил Hardplay только по одной причине, потому что я начинал как игровой стример. Человек, который играет в игры и иногда вставляет какие-то шутки, показывает свой скилл в игре, который еще, наверное, тогда был. И идея канала была проходить игры на максимальном уровне сложности. Соответственно, Hardplay. Ну, не знаю, кто-то посчитает это бредом, но вот так вот он был создан. Канал очень быстро начал развиваться, потому что я очень много стримил. Немеренное число в КС, да, в Counter-Strike, немеренное число прохождений игр. Это и Dark Souls 3, это, кстати, наша первая игра была, она тогда только вышла, по-моему, если я не ошибаюсь. Это разных куча, огромнейшая куча других игр, которые я даже не помню, по каким причинам мы удалили с этого канала. По-моему, из-за качества стримов. И постепенно этот канал развивался. Мы стали включать более развлекательные тематики. Это там всякие open кейсы, разные сайты, там еще что-то. Не забывая, конечно, про игровой контент. В общем, канал всегда носил идею больше, наверное, отвлечь людей от всяких проблем, от повседневных какой-то суеты. Иногда пошутить, иногда просто, знаете, вот человек заходит, и он отвлекается. Пусть 5 минут, но раз, и он переключается. Основная идея канала была вообще, в принципе, собрать вокруг себя аудиторию, которая не обсуждает политику, не обсуждает религию, не обсуждает нации. А если даже и обсуждает, то только с хорошей стороны. Это обычаи, нравы, кухня, мною любимая, ну и так далее. То есть люди должны все общаться на равных в чате, независимо, кто они, что они и сколько у них денег.
По-моему, у нас это немножко с вами получилось. Также с основания канала мы с вами всегда старались делать добрые дела. Я, если честно, я не смогу уже сейчас все вспомнить, сколько мы что сделали, скольких людей мы подняли на ноги, скольким мы, наверное, жизнь с вами спасли, да, нашими сборами на стримах. Мы никогда особо не делали видеоролики, да, какие-то с хайповыми названиями, потому что это делалось все от души, и я рад, если на кого-то я повлиял тем, что мы распространяли это добро. Может быть, у кого-то поменялось мировоззрение, может быть, кто-то тоже начал помогать людям, элементарно даже на улице не перешагивать через человека, которому нужна помощь. В наше время, по-моему, это очень актуально. В общем, далее начали получать огромное количество страйков. Тогда, к сожалению, YouTube работал не идеально, и не только наш канал, а многие каналы, я думаю, ребята все помнят, сколько народу поотлетало, сколько народу там авторепорт ботами бахнули и так далее. Но мы с вами все пережили. Но в один прекрасный момент мне это надоело. Захотелось поменять платформу на что-то более новое. И, конечно же, взгляд обернулся в сторону Твича. Twitch — это игровая платформа, которая позиционирует себя как платформа, на которой вы можете посмотреть на игры киберспортсменов, IRL-контент, развлекательный контент, ну и просто игровые стримы людей. Сразу скажу, что Twitch сегодняшний и Twitch 2 года назад — это две практически разные платформы. Я объясню свое мнение так. Начну с хорошего, во-первых. Потом уже перейду, как всегда. Вокруг, точнее скажу сначала общее, потом хорошее, потом как всегда. Вокруг канала, в связи с его резким ростом, он всегда очень быстро у нас рос, всегда было огромное количество каких-то хейтеров, людей, которые кому-то вечно что-то не нравилось, там маминых разоблачателей разных и так далее и тому подобное. Ну или обычных рыб-прилипал, которые двигаются так же, как и, наверное, многие люди по жизни с целью какой-то выгоды. В принципе, я не думаю, что открою для кого-то Америку, и все прекрасно понимают, про что я говорю. Но мы с вами, в общем-то, пережили всех и вся. Как говорится, собаки лают, караван идет. Все мы не идеальные люди. Ну а кто любит копаться в чужом дерьме, не знаю, стоит ли вообще этого внимания или контента, и назвать ли это вообще каким-то контентом. Ну да ладно, каждый решает сам. Надеюсь, что все будем стремиться к идеалу. Хотя я сомневаюсь, что у кого-то из нас это получится, но будем стараться совершенствоваться. Начну с хорошего. Я хочу спасибо сказать Твичу. Я хочу в первую очередь сказать спасибо своим коллегам. 89-й сквад. Все, кто тогда в нем состояли, ребят, спасибо, что так быстро приняли в свою компанию, в ту еще компанию. Я рад был познакомиться с многими из вас и пообщаться на многих разных мероприятиях, всяких там каких-то стримах совместных, компаниях, в реале где-то вместе посидеть. Это было круто. Спасибо всем тем, кто знает меня, кто меня поддерживал все это время, кто меня хостил, кто просто меня смотрел на Твиче. Потому что за, условно, 2 года мы с вами набрали 770, по-моему, 7 на данный момент тысяч зрителей
на канале Твича, что является, по-моему, одним из самых крутых показателей за столь короткое время, именно если взять промежуток времени. Но не в крутости дела. Дело больше даже в атмосфере и в аудитории, с которыми мне удалось познакомиться на Твиче. Аудитория Твича — это уникальные люди, которые на одном стриме могут быть быдлом, на втором стриме это могут быть ламповые ребята, которые знакомятся, которые общаются в Дискорде, в личке на Твиче, просто в чате чилят и приятно проводят вместе со мной время. Эти стримы, особенно последние полгода, дали мне, как и многим, наверное, из вас, возможность отвлечься. Отвлечься от проблем, от личных проблем, потому что у меня, к сожалению, там у близких людей, да, возникли проблемы со здоровьем, там в личной жизни были кое-какие проблемы, и на стримах я старался этого особо не показывать, по минимуму это говорить, но я старался как-то тоже отвлекаться вместе с вами от своих же проблем. Спасибо всем, кто меня смотрел на Твиче. Это было круто, ребят. Рад был знакомству, конечно же, со Стрим Альянсом. Новые ребята, которые не так давно образовались, собрались вместе. Огромный, конечно, респект ребятам, кто их собрал. Это Рики Ди, Пашки. Ну и, соответственно, всем стримерам, которым там есть. Тоже огромный привет. Ну и, получается, уже, наверное, пока. Жаль, что с многими из вас мне так и не удалось познакомиться лично, постримить, пообщаться. Ну да ладно. Почему при переходе на Twitch начали заливаться какие-то нарезки на канал YouTube? Мы стали это делать, ребята, это не контент. Вот эти вот всякие видосы смешные. Его сложно назвать это все контентом, потому что, ну, это очень все просто делается, в общем-то, и, наверное, не знаю, правильно я это делал или нет, но мне кажется, правильно, потому что и канал не простаивал, и свыше 1 миллиона человек пришло на этот канал. Ну и вы иногда где-то улыбались над смешными или не очень смешными роликами. Сейчас я скажу причину своего ухода с Твича. Дело не в просадке онлайна, либо в бане. У меня прекрасный онлайн, стабильный. Он никогда практически не менялся. В последний месяц он даже еще повысился. Там уже 10 с лишним тысяч он стал, где-то меньше, где-то больше, там плюс-минус. Дело не в онлайне. Дело в изменении правил платформы, потому что партнерам, как вы знаете, запрещено стримить на других платформах. Но в связи с тем, что у меня есть своя команда Хар Легион по дисциплине Counter-Strike, я не могу не смотреть и не поддерживать своих ребят на стороннем платформе. Почему именно на сторонних? На ВАЗе, да, конкретно? Потому что это моя идея, потому что это часть моей жизни, и я как фанат своей же команды, естественно, буду их смотреть, поддерживать, несмотря ни на что. И если правила идут уже вперерез моим жизненным каким-то принципам и идеям, эти правила не стоит поливать грязью, а просто, наверное, стоит достойно, спокойно уйти с платформы, дабы не поднимать какую-то там мошню и не подставлять людей. Также одна из причин ухода была смена контента на Твиче. Это просто колоссально изменился Twitch. Стало больше трешака, стало больше однотипных стримеров, которые плодятся как кролики в одной клетке.
В общем-то, наверное, это неплохо, но, знаете, очень неприятно, когда в личку начинает писать девчонка какая-нибудь заплаканная, стримерша, я не хочу называть ники, и говорить там, как мне все это надоело, что мне делать, как мне быть, потому что там меня оскорбляют, обзывают, но я не могу развернуться, потому что и уйти, потому что я боюсь хейта в свою сторону, что там с говном съедят. Кто-то пишет там, помоги с тем, потом, когда просто пишешь там или поздравляешь с днем рождения, человек тебя игнорирует. Лицемерие, ребят. Лицемерие, мы все ему подвержены в большей или меньшей степени, но в погоне за хайпом многие из тех, кто были именно людьми с большой буквы, в плане люди имели свое мнение, имели определенную цель на стримах, провалились. Провалились и изменили самим себя. И зачастую я их не хочу судить, но этот хайп ни к чему хорошему не приведет, потому что вы захотите делать то, что вам хочется, но вам придется делать то, что вам говорят, или то, что в трендах. Это мое мнение. Также хочу сказать огромное спасибо тем людям, которые общепринято поносить. Общепринято во всех пабликах, в комментариях заливать грязью. Спасибо администрации Твича, тем людям, с кем я общался, за все то, что вы делаете. За все то, что вы делали и делаете для этой платформы. Скажу за ру-сегмент конкретно. Вся ваша работа, к сожалению, всегда поливается грязью, потому что того забанили, сего забанили, но никто не знает, какое количество людей вы спасаете от бана, скольким вы помогаете. Это не принято, это не модно, это не в трендах, чтобы сказать спасибо кому-то. Круто засрать, полить грязью, ну и вместе запинать, заклевать. Это круто. А я вот вам скажу спасибо, потому что я видел, какому количеству людей вы помогли. И коммуникация, которая имеется с админами Твича, это, конечно, браво. Спасибо вам. Пришло время сказать о планах. О планах этого канала. Ребят, извините за столь долгое мое отсутствие на этом канале именно как стримера, как человека, который может делать контент. А мы можем это делать. За 4 года мы с вами развили основной канал до 2 с лишним миллионов. Мы подняли второй канал Hard Games игровой до 300 с лишним тысяч уже подписчиков. Twitch канал 770 тысяч подписчиков. Инстаграм 500 000 подписчиков. Телеграм-канал развивается там на глазах. Просто спасибо всем, кто на него подписывается. Но я хочу поставить черту и начать делать то, что мне нравится. То, о чем я всегда мечтал и на что мне не хватало времени. Я хочу поснимать какие-то интересные видосы. У меня есть куча идей с с мотоконтентом. Я не хочу продавать свое мнение производителям, допустим, какой-то техники или еще чего-то. Я хочу просто делать то, что мне нравится, оставаясь при этом всегда при своем мнении. Спасибо вам также за то, что вы смотрите какую-то рекламу в Инстаграме, там где-то на других, да, моих стримах. Это дает мне, ребят, финансы на то, чтобы содержать команду, на то, чтобы вот сейчас пережить пандемию и не закрыть клуб, на то, чтобы вообще, в принципе, нормально кушать мне, моей семье, моим близким
ездить мне на хорошей дорогой машине. Спасибо за это, потому что без вас, естественно, ничего бы этого не было. Что будет дальше на этом канале? Часть контента уйдет на задний план. Я бы хотел все вот эти реакции и фан-видосы, чтобы они занимали не 100% нашего времени, а маленькую часть. Там какие-то, да, видеоролики будут выходить, но сейчас мы снимаем наше оффлайн реалити-шоу. Не знаю, что из этого получится, но я бы хотел приглашать звезд, знаменитостей, стримеров, певцов. У меня есть на это возможность. Не уходить, не упарываться в трэш-контент. Не ссать, не блевать, не рыгать друг на друга. А делать что-то интересное. У меня есть идеи, и надеюсь, вам понравится. Спасибо огромное, кстати, за то, что так вот резко начали топить за Hard House, да, как мы решили уже с вами назвать это шоу. Также возобновится Hard Challenge. Это когда мы кушаем то, что вы пишете. Мне безумно интересно попробовать разных там тараканчиков, жучков, но делать я теперь это буду вместе с теми людьми, кого я буду приглашать на шоу. Да, это. Потому что интересно очень посмотреть не только на мою реакцию к еде определенной, да, не свойственной нам, но также и посмотреть на реакцию людей, кто к нам будет приглашен. Мне кажется, это тоже даст лишнюю возможность улыбнуться в это непростое время. Что еще будет на этом канале? Конечно же, получается 3 вида контента, который сейчас будет присутствовать. И я очень хотел бы, сейчас занимаясь вот спортом, я бы очень хотел похудеть, сбросить, вернуть свой вес, это где-то 80 килограмм, и, конечно же, поснимать мотоконтент. Я безумно соскучился по мотоциклу, потому что уже 2 года он у меня простаивает. Все нет времени, как-то пытаюсь себя оправдывать, но тем самым обманываю самого себя. Потому что душа у меня лежит, и каждый раз я думаю, в принципе, о том, как вот надо выгнать, и все чем-то я себя оправдываю. Пора это прекращать, возвращать свой нормальное состояние своего тела и сесть уже наконец-то на своего двухколесного друга. Вот. Также игровой канал. Сейчас будет огромное количество игровых стримов. У нас теперь наконец-то есть расписание. В один день, ребят, на канале Hard Games будут все игры. То есть на этом канале развлекательный контент, на Hardplay, на Hard Games все игры, ежедневные стримы. Расписание очень простое, условно. Понедельник у нас днем это CS GTA, решили мы сделать. Вечером идем на Twitch смотреть фильмы. Просто приятно с вами провести время. Фильмы всегда смотрим в 21:00 по Москве. Почему именно на Твиче, ребят, на Ютубе, к сожалению, нельзя. Далее, следующий день. Мы с вами делаем вечернее прохождение игр. На канале Hard Games всегда они начинаться будет в 19:00. Это вечернее прохождение. На данный момент мы проходим Assassin's Creed. Сегодня закончили от Ведьмака. И дальше я хочу добавить игру The Last of Us 2, новинку. По поводу автомобиля. Наконец-то сейчас стала спадать пандемия. Ребят, мы в ближайшее время, как только отснимем сейчас вот последнюю серию, да, которая у нас намечается уже с гостем Hard House, мы хотим пригласить кого-то из автоблогеров, выбрать автомобиль и разыграть его прямо во время стрима. Без всяких гифтов, без всяких лишних подписок. Это просто автомобиль, который я вам обещал, обмолвившись когда-то, что если мы соберем на Инстаграме 500 000 подписчиков, то разыграем с вами автомобиль за 500 000 рублей. Я свое слово сдержу. Разыгрывать будем прямо в прямом эфире, как обычный пост. Розыгрыш. Далее прям я сажусь. Кто выиграл, отправляем этот автомобиль. Наверное, скорее всего, даже сам лично приеду, его вручу. Если выиграет, соответственно, несовершеннолетний какой-то, да, парень, девушка,
то просто придут какие-то близкие его, там, отец, мать, брат, сват, кум. Главное, чтобы были права, то есть совершеннолетний человек, на кого бы я мог оформить сразу автомобиль. Что для этого нужно? Да просто подписаться на все наши ресурсы. Ссылочку я оставлю внизу в описании. Просто поддержать этот канал подпиской. Обычной бесплатной подпиской. Инстаграм, Телеграм-канал, YouTube-каналы, ну и Twitch по желанию. Вот, в общем-то, и все. Спасибо вам за то, что, повторюсь, смотрите рекламу. Это дает возможность вот такие вещи делать. Что последнее я хочу сказать. Вот видите, говорил на 15 минут, а получается 25 минут трепа и воды. Но извините уж. Хочу сказать то, что огромное количество рубрик также у нас формируется на канале Hard Games. Это видеоролики, посвященные GTA RP. Именно видео. Я хочу как фильм сделать полноценный. То есть мы сделаем так, что это будет в виде фильма выглядеть. 1 на 1 киберспортсменов. Возвращаем нашу любимую рубрику. Обязательно буду привлекать ребят с Hard Легиона, наших про-игроков, которые сейчас очень достойно выступают, играют. Также будем брать интервью у про-игроков. Тоже имеем право на это и можем это сейчас сделать. Добавлю еще несколько рубрик. По прохождению игр, естественно, также будут заливаться видосы. В общем, будет очень много всего. Думаю, вам будет интересно. Также будет добавлен VR, который я постараюсь снять уже завтра. Что из этого получится, я не знаю. Захейтите, если, значит что-то я делаю неправильно. Если поддержите, это даст, ребят, мне возможность двигаться дальше, только вперед, потому что я так привык в жизни. Никогда не останавливаться и двигаться дальше, дальше, дальше. Спасибо вам, каждому из вас, за знакомство. Наконец-то мы познакомились с многими. И спасибо всем, кто долго или совсем недолго болеет за меня, смотрит наш канал, несмотря ни на что, не перебывается и двигается с нами дальше. Друзья мои, я считаю, что пора делать крутой контент, который реально вы заслужили, и делать для вас что-то новое и интересное. Ну и с вами, как всегда, был я, Леха. Мой ник Антару Адун. Вы находились на канале Hard Play, и я вам желаю две вещи. Это здоровье и, как всегда, чистого неба над головой. Всем, кто за рулем ровных дорог. Сам просто автомобилист, поэтому желаю. Любите, ребят, друг друга, уважайте друг друга. И обязательно мы прорвемся. Ну а когда будет вам совсем херово, то за настроением вы знаете, на какой канал зайти или на какой стрим. Hard Play или канал Hard Games. Ну а кто спортом занимается, кстати, вместе со мной, заходите в Инстаграм. Частенько выкладываю там. Сейчас буду выкладывать, что я кушаю. Хочу сделать рум-тур, показать вам новую квартиру. Вот, мне скрывать нечего. Всем добра, удачи. Спасибо вам за вашу поддержку в виде лайков и комментариев. Берегите себя, ребят. Пока-пока.